Сегодня в проекте «Эфир 24/7» расскажем об актуальных событиях и важных датах. Предложим прогуляться в компании наших гидов по живописному берегу Свислочи, проникнемся купальскими обрядами. И, конечно, представим вашему вниманию лучшие выпуски из проектов нашего телеканала. Оставайтесь в курсе всего самого актуального в стране и мире и смотрите наш традиционный пятничный проект. В рубрике «Ваш выбор» знакомимся с важным из мира политики, экономики, общественной жизни, культуры и спорта. Ряд кадровых решений главы государства, торжественное награждение лучших выпускников и преподавателей и празднование Дня независимости Республики Беларусь. Президент Республики Беларусь принял ряд кадровых решений. Так больше не вакантно кресло вице-премьера, курирующего Агропром. Им стал Юрий Шулейко, экс-глава Брестского облсполкома. Министерские портфели получили Максим Рыженков, теперь он новый глава МИД. Министром сельского хозяйства и продовольствия стал Анатолий Линевич, а промышленности Александр Ефимов, до этого заместитель ведомства. Экс-министр Александр Рогожник назначен послом Беларуси в Россию. Прежний глава дипмиссии Дмитрий Крутой назначен новым руководителем администрации президента. Александр Лукашенко наградил лучших выпускников и преподавателей учреждений высшего образования. Торжественная церемония состоялась во Дворце независимости. Глава государства обратится с напутствием ко всем присутствующим. Вы – символ будущего родной Беларуси. Буквально вчера вы защитили дипломные работы и выдержали серьезный государственный экзамен. Вижу по абсолютно уверенным взглядам, что готовы подтвердить присвоенную вам профессиональную квалификацию. Стремление доказать себе и оправдать возложенную на тебя ответственность и есть самый верный путь к результату, отметил президент. Беларусь отметила День независимости и 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В Минске состоялся парад. По проспекту прошли 36 пеших расчетов, среди них военнослужащие Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Китая. В механизированной колонне более 300 единиц техники, в их числе белорусский ракетный комплекс «Полонез-М». В воздушном параде 12 расчетов, боевые вертолеты и самолеты ВВС и войск ПВО Белоруссии, воздушно-космических сил России. Уровень обороноспособности союзного государства как никогда высок, подчеркнул Александр Лукашенко в своем выступлении. В Беларуси делается все и даже больше, чтобы армия и народ были готовы защитить страну. Глава правительства вручил госнаграды по поручению президента Беларуси. Как отметил Роман Головченко, истинная основа благополучия любой нации – это ее люди, самоотверженные и верные своим идеалам. Профессионалы, чей труд, таланты и преданность своему делу по праву отмечены государством, представляют различные сферы – от госуправленцев до работников агропромышленного комплекса и системы образования. Награждение прошло накануне главного государственного праздника – Дня независимости, и это придает ему особую важность и торжественность. Белорусские фермеры в Щучинском районе создали уникальное предприятие по выращиванию клубники. 300 тонн сладкой ягоды в год. Производство замкнутого цикла. Здесь же выращивают и собственную рассаду. Ягоду высаживают как в открытом грунте, так и в теплицах, благодаря чему урожай удается собирать на протяжении 6 месяцев. В тепличных условиях клубника созревает уже в конце мая, а последнюю ягоду снимают в ноябре. Технология применена голландская. Растения парят над землей на высоте 1,5 метров. И каждый куст получает свою порцию влаги и витаминов. В помещениях поддерживается комфортная температура даже в самый жаркий день. В рубрике «Даты недели» узнаем, какими знаменательными датами в контексте белорусской культуры запомнится уходящая неделя. Открытие Национального историко-культурного музея-заповедника Несвиж, а также 2 истории уникального творческого пути. 2 июля 1993 года в известном туристическом центре городе Несвиж открылся Национальный историко-культурный музей-заповедник Несвиж. Основным архитектурным ансамблем является замок-дворец рода Радзивиллов, возведенный в конце XVI века итальянским архитектором Бернардини. На центральной площади располагается здание старой ратуши и торговые ряды. Другие примечательные памятники архитектуры – фарный костел Наисвятейшего Божьего Тела, монастырь бенедиктинок,
Дом ремесленника – единственная сохранившаяся городская постройка, типичная для первой половины XVIII века. А Слуцкая брама – одна из двух подобных исторических объектов, сохранившихся с эпохи ВКЛ. Вторая, острая брама, располагается в Вильнюсе. Дворцово-парковый ансамбль и исторический центр Несвежа с его объектами и ландшафтами – один из немногих в Беларуси, сохранивший свой облик с древних времен. 6 июля исполнится 137 лет со дня рождения одного из самых известных наших соотечественников, яркого представителя художественного авангарда XX века Марка Шагала. В 19 лет его яркий талант разглядел Юдель Пен и предложил заниматься в своей школе живописи бесплатно. В 1914 году в Берлине состоялась первая выставка Шагала, которая принесла художнику мировую известность. Кроме своих гениальных полотен, Шагал создавал мозаики, витражи, скульптуры, керамику, работал над декорациями к постановкам в театрах. По заказу президента Франции Шарля де Голля мастер расписал плафон парижской Гранд-Опера, создал 2 панно для Метрополитен-Опера в Нью-Йорке, а в Чикаго украсил здание Национального банка мозаикой 4 времени года. Интересный факт. Существует показатель по популярности похищаемых картин. Произведения Шагала занимают в нем 3-ю позицию, уступая лидерство лишь Пабло Пикассо и Хуану Миро. 7 июля 1882 года в деревне Акинчицы Молодеченского района родился первый народный поэт Беларуси, классик белорусской и мировой литературы, основатель литературного белорусского языка Янка Купала Иван Луцевич. Работал домашним учителем, приказчиком в панском имении, помощником винокура. Уже первое опубликованное стихотворение «Мужик» подписал псевдонимом, связанным с народной легендой о приносящем счастье цветке папоротника, расцветающем в ночь на Ивана Купала. В 1919 году поэт переезжает в Минск, и здесь из-под его пера выходят такие произведения, как «Раскиданное гнездо» и «Прымаки», «Могила льва» и «Курган», «Паулинка» и «Тутейшие», пьеса, которая принесет Янке Купале славу, правда, через десятилетия. Произведения белорусского песняра переведены почти на 100 иностранных языков. Только стихотворение «Ах, кто там иде» можно услышать на 82 языках народов мира. Сейчас самое таинственное время, наполненное магией и волшебством. С ним связаны древние народные праздники Купалье и Русалье. Наши гиды по столице и белорусскому языку приглашают на умоўны променад по берегу Свислочи. Погадаем на суженого и вспомним красивые белорусские аналоги некоторых русских слов. Всем привет! Начинаем наш условный променад на живописном берегу Свислочи. І маляўнічы бераг выбралі нездарма. Зараз той чароўны і таямнічы час, калі збываюцца запаветныя дзявочыя мары. Заветные девичьи мечты в купальские дни и, главное, ночи обязательно озвучить Вселенной. Ну, а сусвет ужо вырашыць, спраўдзіць іх ці крыху пачакаць. Но согласись, каждый имеет право на счастье, ведь не зря говорят: не родись красивой, а родись счастливой. І нашы продкі згодныя. Як Бог красу дзяліў, спала, як шчасце ўстала. Цветы и зелень на Купалье приобретают особую целебную силу. Гаючую моц кветкам і зеляніне надае маці зямля і бацька сонца. В это время обязательно на суженого гадать. Варажыць трэба так. Пусціць вянок на ваду, куды паплыве, у той бок і замуж пойдзеш. А если венок к берегу обратно прибьется, то значит еще год в девках ходить.
Найбольш пераборлівыя дзеўкі ходзяць варажыць штогод як на працу. Намекаешь, много выбирать замужем не бывать? Можа і так. Нездарма народ заўважыў. З вялікай перабірачкі дастанеш балячкі, альбо за пераборы лапці ды аборы. Невозможно не вспомнить главный символ купалья – цветок папоротника. Папараць-кветка штогод распускаецца толькі ў купальскую ноч. І шукаюць яе хлопцы і дзяўчаты ў спадзёўцы на шчасце. Главное помнить, счастье не птица, само не прилетит. Так, шчасце не конь, у аглоблі не запражэш. І дарэчы пра коней. Прыспеў нам час рушыць далей. Пришло время отправляться на поиск новых идей для условного променада. Мы іх абавязкова знойдзем, толькі дачакайцеся. Ждите, и мы ждем. Пока. До сустрэчы! Далее отправляемся в далекое прошлое, чтобы стать свидетелями всех тайных и мистических купальских обрядов. Готовы развести настоящее купальское вогнище, ворожить на вянках и шукать папороть-кветку? Подробности в рубрике «Этно». Злосная, гарачая, яркая сутнасць, што кіпіць гневам. Такое тлумачэнне мае нішто іншае, як таямнічае і найцікавейшае свята ўсіх славянскіх народаў – купалле. Назва паходзіць ад старажытнага індаеўрапейскага кораня «куп» і суадносіцца з паняткамі купацца, збірацца ў купу разам. Купалі адзначалі яшчэ ў дахрысціянскія часы. Падчас свята, якое прыпадае на дзень летняга сонцастаяння, нашы продкі дзякавалі сонцу, вадзе і зямлі за здабыткі Новага года. З прыходам хрысціянства ў гэты дзень сталі адзначаць яшчэ адно – нараджэнне святога Іоанна Хрысціцеля, якога ў народзе называлі Іванам Купалам, за тое, што ён хрысціў ці купаў Хрыста. У штодзённай прамове жыхароў розных рэгіёнаў Беларусі можна пачуць больш за 15 назваў гэтага свята. Вось некаторыя з іх. Ярылін дзень, Іван Траўнік, Крэс, свята сонца і кахання, Іван Вядзьмацкі. Гэтыя назвы цалкам адлюстроўваюць сутнасць святкавання. Яно, дарэчы, пачыналася з самага ранку. Нашыя продкі стараліся схадзіць у лазню і абавязкова папарыцца з зёлкамі і крапівой жыгучкай. Лічылася, што гэта захавае ад хвароб на ўвесь год. Акрамя таго, яны займаліся падрыхтоўкай вялікай колькасці кветак і лекавых траваў для рытуалаў і абрадаў. Увечары моладзь збіралася ў прызначаным месцы. Гэта мог быць бераг ракі ці возера і нават гара. Любое месца, якое ў народнай свядомасці валодала таямнічай сілай. Святкаванне пачыналі з развядзення вогнішча. Для гэтага ўдзельнікі купалля загадзя зносілі са ўсяе вёскі непатрэбныя рэчы. Лічылася, што агонь такім чынам дапаможа аднавіцца, пазбавіцца ад усяго старога. Але найважнейшым кампанентам вогнішча было купальскае кола. Гэта было звычайнае драўлянае кола, якое падымалі на тычцы ўверх. Яно сімвалізавала сонца, што асвятляе змрок. Цягам свята моладзь вадзіла карагоды, купалася, скакала праз агонь. Існавала добрая прыкмета. Калі ў час скокаў праз вогнішча у закаханай пары рукі не разыдуцца, то ў гэтым жа годзе адбудзецца іх вяселле. Пасля правядзення ўсіх абрадаў абіралі купалінку і купаліжа, своеасаблівых каралеву і караля вечара, а затым пачыналася самая загадкавая і таямнічая частка святкавання. Дзяўчаты ішлі варажыць на вянках, пускалі іх па вадзе і вельмі уважліва сачылі за тым, што далей адбывалася. Пайшоў на дно, не дачакаецца сёлета дзяўчына вяселля, паплыў далёка і роўна, хутка быць шчасліваму замужу.
Хлопцы же адпраўляліся на пошукі папараць кветкі. Казалі, што ў самую поўнач, калі кветка павінна раскрыцца, прыходзіць мацнейшая навальніца, зіхаціць бліскавіца, грыміць гром, а нячысцікі, якія захоўваюць кветку, імкнуцца збіць чалавека са шляху. Затое той, хто яе знойдзе, будзе самым багатым і шчаслівым на зямлі. Кульмінацыяй святкавання была сустрэча сонца. Нашыя продкі верылі, што ўзыходзячы пасля купальскай ночы сонца быццам бы грае і сінім, і жоўтым, і малінавым колерамі. Гаварылі, што не ўсім дадзена пабачыць. Як чалавек шчаслівы, то яго ўбачыць, а як не, то і не. У сучаснай Беларусі традыцыя святкавання купалля захавалася. У ноч з 6 на 7 ліпеня акунуцца ў неверагодную атмасферу містычнасці можна ў шматлікіх мерапрыемствах, якія ладзяць беларускія музеі і аграсядзібы. Акрамя таго, штогод усіх аматараў аўтэнтычнай беларускай культуры на беразе Дняпра вітае маштабны фэст «Александрыя збірае сяброў». В рубрике «Путеводитель» вас ждут лучшие проекты нашего телеканала, интересные события и новости со всего мира, история и достопримечательности города Толочин, а также знакомство с директором сети «Отель Европа». Увидеть Париж и очароваться от кутюр. Неделю высокой моды приняла Франция. Визуально и концептуально отличилась шоу Скиапарелли. Показ с реверансом к салонным презентациям середины прошлого века сочиняли по лекалам истории, возрожденной из пепла птицы Феникс. Бразильянке удалось снять видео, ставшее вирусным. Марш Капибар или ночная прогулка неведомо куда собирает просмотры в социальных сетях. 15 мастеров хладнокровной привлекательности от мала до велика продефилировали в ночных декорациях. Самые крупные по совместительству социальные грузины в мире давно превратились в мемы. Что скрывает в себе крупнейшее пресноводное озеро в Европе? Экспедиция «Наследие Ладожских глубин» обнаружила плавучее сооружение с необычным наполнением. На глубине 34 метров на палубе полуразрушенного судна лежали ящик для компаса, телеграф, штурвал и изображение мифического монстра Левиафана. Самые увлекательные международные новости смотрите в программе «Вокруг планеты». Какие интересные экспонаты хранятся в Толочинском историко-краеведческом музее? Вот это реконструкция по черепу женщины-кривичанки XI века, которая похоронена в курганном могильнике Дроздова. Она есть во многих учебниках истории, в энциклопедиях. Здесь также представлены не просто украшения, они многие привезенные. То есть это говорит о торговых связях, которые существовали на нашей территории. Узнаем, в чем уникальность Друдского городища. Это единственное место в Беларуси. Больше такого места нет, где сохранились все формы рельефа города раннего Средневековья. Детинец, окольный город, ров, курганный могильник и посад – это все части древнего города. Увидим одну из главных святынь храма Свято-Покровского монастыря. Это чудотворная икона белыническая. Она была совершенно черной. И со временем, да, она сама просветлилась, сама. Она нам очень помогала в восстановлении монастыря, потому что от нее исходило очень много чудотворений. Все самое интересное о городе, некогда принадлежавшем Льву Сапеге, смотрите в программе «Маршрут построен». Дмитрий Куприянюк стал ательером не по профессии, а по призванию. Я никогда не передам настроение, если я не буду патриотом своего дела. Вот это очень важно. Мне кажется, все, что складывалось у меня на протяжении всей жизни по крупицам, оно действительно собралось в тот пазл, чтобы я находился именно сегодня здесь, на этом месте, и руководил этим замечательным предприятием. Как возрождался ресторан в отеле «Европа»? Мы поехали в Национальную библиотеку, в Национальный архив и стали поднимать документы. Мы настолько углублялись и в прямом смысле, наверное, стали понимать ценность архитектуры этого здания, что, собственно, пришла, наверное, идея и восстановить в первозданном облике тот ресторан, который был с былой славой более 140 лет назад. Каков туристический потенциал нашей страны? Сегодня белорусский туризм на высоком уровне и во многих странах, и на постсоветском пространстве. Сегодня Республика Беларусь действительно становится образцом в сфере туризма. Она развивается очень быстрыми темпами. Ее можно сегодня рассматривать в качестве абсолютного полноценного отпуска. Познакомимся с человеком, вдохнувшим новую жизнь в старейший отель Минска, ныне гостиницу мирового класса, в программе «Белорусы». Эти и другие проекты смотрите в эфире телеканала «Беларусь-24».